Всем привет! Сегодня с вами поделюсь арт-техникой, как всегда делать правильный выбор и принимать верные решения. Это будет арт-практика с элементами нейрографики и вопросами коучинга. У меня есть курс, который учит понимать, что мое, что не мое, слышать свой телесный отклик. Но бывают ситуации, когда настолько велик страх ошибки, и цена этой ошибки настолько высока, что от этого стресса, страха и напряжения парализует все ваше и тело, и разум. И никакие ответы вы от них не получаете. Именно в таких случаях, когда слишком много поставлено на карту, вы просто в оцепенении от ужаса принять неверное решение, именно тогда можем применять практику, которой я с вами сейчас поделюсь. Чем она хороша? Тем, что это, повторюсь, арт-коучинг, и мы с вами пойдем и выбирать, и принимать решения, обращаясь сразу к двум полушариям. То есть и через творческую нашу часть, и через логическую. И в таком случае у нас будет гарантированно правильный ответ и от сознания, и от подсознания. И получим понимание о том варианте и том решении, которое нужно принять, о котором в будущем не пожалеем и которое еще больше нас приблизит к нашему счастью. Эту технику можно выполнять в двух вариантах. Обычном, как арт-упражнение, и как практику нейрографики. Кто будет рисовать просто арт-практику без элементов нейрографики, пропускайте скругление и этап раскрашивания. Эти этапы я на всякий случай буду помечать вот такими эффектами шариков. Еще эта техника хороша тем, что ее можно закончить на любом этапе, в любой момент. Как только получили инсайт осознания, какой вариант правильный, какое решение нужно принять, можете спокойно рисунок отложить. Но если вы рисуете нейрографику, то рекомендую все-таки довести рисунок до конца. Ну и теперь берем бумагу, карандаши, маркеры и пойдемте рисовать. Рисовать будем вертикально. Для анализа всегда берем два варианта. Если у вас вариантов больше, то берем любые два. Выбираем из них победителя, и победителя сравниваем с каким-то из оставшихся вариантов. И так продолжайте, пока не найдете один единственно для вас верный. Делим лист визуально на три части. Берем первые два варианта, из которых нужно выбрать, или два решения, одно из которых нужно принять. Рисуем их в виде кругов в нижней трети нашего листа. Подписывайте, что значит первый, что для вас значит второй. И через каждый из них вверх проводим нейролинии. Что такое нейролиния, как рисовать, ссылку оставлю в описании к этому видео. На этом этапе делаем промежуточную диагностику, смотрим, какой из рисунков нам нравится больше, в каком из них для нас больше энергии. Просто для себя отметили и идем дальше. Еще небольшая рекомендация от меня. Во время проведения каждой линии, во время скругления, обращайте внимание, на стороне какого из вариантов все это происходит легче, текуче, прямо вот от души, по кайфу. А на какой стороне с напряжением, знаете, как будто через силу, прям как будто рука сама тормозит. На это тоже обратите внимание. Это как раз тот телесный отклик, который идет у нас как сигнал напрямую из подсознания. И теперь над каждым из вариантов чуть выше рисуем 3 круга. 3 самых мощных эффекта этого варианта или этого решения. Такие самые для нас значимые результаты, которые будут именно благодаря этому варианту или решению. 3 это максимум. Если у вас всего лишь 1 или 2, тоже нормально. Можете каждый из них подписать, чтобы не забыть. И проводим нейролинии снизу вверх так, чтобы каждая из нейролиний проходила и через ваш вариант или решение, и через каждый из эффектов. 3 нейролиний будет достаточно. Опять делаем промежуточный анализ. Уже на этом этапе, глядя на эти эффекты, где-то у вас получилось больше, у какого-то варианта получилось меньше. Просто посмотрите и оцените, насколько эти эффекты для вас важны. И, возможно, уже на этом этапе, глядя на те эффекты, те результаты, которые вам даст тот или иной вариант, вы уже для себя понимаете, какой из них для вас наиболее предпочтителен и на какой идет больший отклик. Если смотрите, пока не понимаете, они для вас одинаковые и неясно, какой выбрать или какое из решений принять, то продолжаем. Кто рисует нейрографику вместе со мной, мы сейчас с вами будем все это скруглять. Кто не рисует, вы этот этап пропускаете.
Во время скругления у нас с вами хорошая возможность больше посмаковать, побыть в этом рисунке, пооценивать, почувствовать свой отклик, на что все-таки больше положительных эмоций, прислушаться к тем мыслям, которые приходят во время скругления, посмотреть, какие образы посылает подсознание, на что оно вам намекает. Потому что ответ в вас уже давно есть. Интуитивно вы знаете, что принять, но просто тот страх, который сковывает, он не дает открыться и смело принять то решение, которое вы уже знаете. Вы все всегда знаете. Все ответы уже есть. И сейчас во время скругления можно просто еще больше и глубже погрузиться в себя, пообщаться с самим собой и на этапе сопряжений понять, какой вариант на самом деле вам подходит и какой из них сделает вас действительно счастливым. Для этого нужно не просто скруглять, а задавать себе вопросы, чего я на самом деле хочу. Когда перейдете на скругление всех пересечений ваших результатов по каждому из вариантов, здесь будет очень полезно посмаковать эти результаты, чтобы понять, какие из них для вас на самом деле важнее. Причем важнее не разумом, не с какой-то там меркантильной стороны или выгоды, а важнее именно по душе, по сердцу, какой идет отклик. Следующий этап очень важный. Давайте вспомним, для чего вообще все это нужно. Для чего нам нужны эти варианты или эти решения? Ради какой такой большой цели? Для чего мы все это делаем? Чтобы что? И в виде вот такого вот овала обозначаем наша итоговая цель. Что мы вообще хотели всем этим себе сказать? Глобально, что мы хотим достичь благодаря одному из этих вариантов или решений? То есть ради чего вообще вот это все затевалось? Куда благодаря вот этим вариантам решениям мы хотели прийти? То есть наша финальная точка. Мы куда бежим? Например, вы хотели дом на берегу моря. И вот у вас два варианта: в Испании или в Италии. И там дома нашли, и уже настолько погрязли во всех этих деталях, в ужасе, боже мой, как если я потрачу кучу денег, и все это будет зря. И окажется, что не там этот дом взял, и какой кошмар, и в кредиты влезу, и вообще зачем мне все это нужно. Самое время вспомнить, для чего. Для чего я хотел дом в Испании или в Италии? Ради какой такой великой цели? Изначально какая была идея? Я чего хотел? А я хотел жить у моря, наслаждаться морским воздухом, гулять по утрам, по вечерам по береговой линии, любоваться закатами из окна моего дома и держа в голове вот эту свою большую цель. Посмотрите на эти варианты, посмотрите на эти результаты, которые каждый из них вам даст. Какой из них больше, лучше, качественнее вас приближает к вашей цели? Кто рисует нейрографику, давайте скруглим, и в процессе скругления опять же пойдем вглубь и поспрашиваем себя, какой из вариантов лучше поддерживает нашу большую идею. И теперь, даже если после скругления смотрите на всю эту картину, и все равно вообще непонятно, какой из вариантов вам более симпатичен, какой более по душе, и к какому прям вот все в вас тянется, то у нас есть еще один козырь в рукаве. Будем сейчас с вами рисовать вариант номер 3. Самый-самый идеальный. Тот вариант, к которому у вас вообще нет никаких вопросов, нет ни единого сомнения. Тот вариант, при котором бы вы вообще не размышляли, ничего бы сейчас не рисовали, не тратили бы свое время на это видео. Тот вариант, который в себе объединяет все вот эти результаты, все возможные плюсы и минусов, в котором практически нет. В общем, идеальный идеал. Рисуем его вот в этой части. И сейчас смотрим на этот идеал. Готовы ли мы к нему? Что от нас потребуется? Что от нас нужно сейчас, чтобы у нас уже был на руках этот идеальный вариант или это идеальное решение? И главные вопросы. Два вопроса, которые мы всегда себе задаем к любому из вариантов, это чего ради? Ну, нам понятно, у нас есть главная цель. И в данном контексте самый важный вопрос. Какой ценой? Вот этот идеальный вариант. Какова его цена? Идеальные варианты требуют от нас либо больше ресурсов, деньги, знания, опыт и чаще всего больше времени. Например, в контексте той темы, которую я озвучивала, дом на берегу моря, Испания, Италия, куча вопросов, непонятно, что выбрать. А, например, дом на собственном острове на Мальдивах, вот это прям идеал. Но больше денег,
Где взять деньги непонятно, значит, скорее всего, больше времени, чтобы заработать. А дом, вот эту вот цель, уже жить у моря хочется сейчас. И тогда уже здесь ваша ответственность для себя принять решение. Вы готовы ждать этот идеальный вариант или потратить на него достаточно больше ресурсов, сил? Настолько ли этот идеальный вариант привлекательнее, чем вот эти два? И что в вашем случае для вас на данный момент удобнее, комфортнее и кайфовее? Вот этот журавль или синички? На этом этапе ваша задача принять решение. Зная, что есть идеальный вариант, готовы ли вы его ждать или на него тратить свое время и ресурсы? Или проще выбрать какой-то из этих. Кто рисует нейрографику, давайте будем скруглять. И в процессе скругления еще раз больше, глубже погрузимся, поспрашиваем себя, как обычно, посмакуем. И, может быть, на этом этапе скруглений уже будет больше понимания, больше ответов, что же нам делать и какой вариант для нас на данном этапе приемлемее. Если, глядя на это все, так и нет понимания, какой из вариантов больше вам подходит, то вы имеете полное право ничего не выбирать и не принимать никакое решение. Иногда непринятие решения – это тоже решение, и вы имеете на него право. И чаще всего, когда цена ошибки слишком высока, я рекомендую отойти от этой темы. Помните, как у Есенина: лицом к лицу лица не увидать, большой видится на расстоянии. Иногда действительно нужно отойти на какое-то расстояние, взять небольшую паузу, чтобы со стороны посмотреть на свою итоговую цель, на свои варианты, снизить значимость, нивелировать страх принятия неверного решения или выбора не того варианта. Это очень часто помогает. Просто отойти, немного отдалиться, посмотреть на все со стороны. Для тех, кто не рисует нейрографику, ваша работа с рисунком завершена. Если это вам помогло выбрать нужный вариант, принять решение на более ранних этапах, еще не дойдя до идеального варианта, или наоборот, именно прорисовав идеальный вариант, увидев его со стороны, вы поняли, какое решение будет для вас наилучшим, то я вас поздравляю, рада, что была вам полезной. Ставьте мне обязательно лайк, мне будет очень приятно. А все, кто рисует нейрографику, мы с вами продолжаем. Выводим линии в фон. Я провожу их тонким маркером, это 3-й уровень линии толщины, и скруглять я их не буду. Даже просто глядя на этот рисунок, я не знаю, кстати, девчонки, как вам кажется со стороны, но у меня и линий больше на этой стороне, и вот эти вот эффекты, 3 мои круга, они более такие гармоничные, красивые. И как-то вот я, даже визуально, мне кажется, на этой стороне больше энергии, больше силы, больше какого-то драйва, больше движения, более насыщенная именно эта сторона этого варианта. Посмотрите на свои рисунки, и можно сделать, опять же, дополнительную оценку, совпадает ли то решение, которое вы приняли во время рисования, с тем результатом, который видите сейчас на своем рисунке. И нам остается все раскрасить и зафиксировать тот вариант, который вы выбрали. Рисунок уже можно завершать. Я еще немножко что-нибудь добавлю, подсвечу, выделю цветом и буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной, спасибо, что досмотрели до конца. Отличных вам рисунков, легких решений, прекрасных выборов, и увидимся с вами в моем следующем видео. Пока-пока. You can try to